Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Полина. Вы тоже замечали, что чем больше из лоскутков шьешь, тем больше их становится. Они размножаются. Будем их приводить к общему знаменателю. Готовим рабочее место. Гладильный стол застилаю листами бумаги. Это я делаю для того, чтобы пар не уходил, а лучше взаимодействовал с тканью. В качестве основы я взяла клетчатую ткань, сразу вырезала ее нужного размера. Буду делать 2 таких заготовки. Поверх основы стелим кусок флизелина клеевой стороной наверх. Клеевые материалы бывают разные. То, что у меня сейчас, хорошо сцепляется с тканью под воздействием пара. И еще она немного проклеивается и с другой стороны. Это замечательно, как раз то, что нужно. Начнем выкладывать лоскутки. Это полностью ваша фантазия. Бог не имеет других рук, кроме ваших. Помню, мне подписчица написала: пицца у вас получилась некрасивая, мне не понравилось. Да боже ж ты мой! Я с удовольствием пользуюсь теми ланчматами. У меня на кухне яркое пятно, а я на них смотрю, у меня сердце радуется. А какой-то тете Моти из Урюпинска не нравятся мои ланчматы. И она на весь мир об этом заявляет. Ой, милая женщина. Поэтому я делаю так, как мне хочется, именно в данный момент времени. Отключаем мозги, действуем по самому любимому способу, как Бог на душу положит. Можете считать это цветотерапией. Подбираем и выкладываем те цвета, которые нам нравятся именно сейчас, и приводим в гармонию и равновесие наше душевное состояние. Для удобства все мелкие лоскутки можно разложить по цветам, а можно наоборот все перемешать. Лоскутками заполняем всю основу, чтобы не было пробелов. Мастер-класс получается длинным, но я специально подробно останавливаюсь на всех моментах, потому что все равно возникают вопросы. Конечно, каждый мастер может делать по-своему, исходя из того материала, который у него есть. Я рассказываю о своем опыте. Та же мучка, да другие ручки. Рецепт борща один, набор продуктов одинаковый, но все равно каждая хозяйка готовит его по-своему. И что-то кулинарные каналы не спорят между собой, чей борщ вкуснее. Для работы нам еще понадобится клеевая паутинка. Стоит она недорого, и надо ее совсем немного. Но она очень сильно облегчает работу. Ее надо порезать на небольшие кусочки и равномерно распределить, но не просто сыпать поверх лоскутков, а добавить в те места, где у нас получается толстый слой, спрятать под отдельными кусочками. Следите, чтобы каждый лоскутик сцеплялся или с клеевой основой, или с клеевой паутинкой. В некоторых местах клеевая паутинка будет выглядывать, но это нормально. Главное, чтобы ее было не очень много, потому что тогда она приварится к сетке. Подготовленную заготовку закрываем куском фатина, сетки или органзы, что у вас будет под рукой. Одно время я использовала подъюбник от детского нарядного платья. Мне его надолго хватило. А вообще, фатин можно купить в магазинах тканей.
Всю пиццу закрываем куском влажной марли, а потом хорошо разогретым утюгом с паром фиксируем все слои. Будьте осторожны, чтобы не обжечься. Как работаем? Поставили утюг и ждем несколько секунд. Потом осторожно приподнимаем и переставляем в другое место. Работайте аккуратно, чтобы слои ткани не смещались. После этого надо дождаться остывания заготовки и только тогда убираем марлю. Сами видите, в некоторых местах она приклеилась к основе. Это потому, что мы добавляли клеевую паутинку. Значит, в следующий раз паутинку надо лучше прятать под лоскутками. Конечно, после фатина цвет ткани у нас немного приглушился. И обратите внимание, основа, клетчатая ткань, тоже хорошо сцепилась со всеми материалами. Это замечательно. Но все равно в некоторых местах фатин у нас свободно болтается. Здесь мы дополнительно закрепим иголочками, чтобы ни один лоскутик не смещался. После этого я могу спокойно перевернуть мою заготовку и подрезать выступающие края, ориентируясь на край основы. Вы помните, что основу выкладывали из двух деталей. Сразу их можно разрезать. Поправляем наши заготовки. Остается только их хорошо простегать, дополнительно прошить наши мелкие лоскутки. У моей швейной машинки в комплекте не было педалей. Я ее выписывала отдельно. Готовимся к дальнейшей работе. Для удобства, чтобы лоскутки не смещались и лежали ровно, я воспользуюсь самодельным приставным столиком. Машинка у меня швейно-вышивальная, и если подсоединять расширительную платформу, которая идет в комплекте, то машинка автоматически переходит в режим вышивки. А этот столик мы делали к моей женаме. Ну и сюда он прекрасно подойдет. Машинка моя, красавица Юника от фирмы Effective, шьет, управляется кнопочками. Тормоза придумали трусы. Эх, он сказал «поехали» и махнул рукой. За рулем я богиня. Пассажиры молятся, пешеходы крестятся. Да у меня даже прав нет. Почему? Ну, сами видите, я даже строчку не могу ровно проложить. Я не профессиональная швея. Профессиональные швеи так воспитаны, что их за неровные строчки ругают. А я любитель быстрой езды. Какой русский не любит быстрой езды? Старый конь борозды не портит. Он ее удобряет. А если без шуток, в сарае лежат два плуга. Один грязный, ржавый, а другой блестящий и отполированный. И ржавый плуг спрашивает: «А ты от чего такой красивый?» А тот отвечает: «От работы». Так что прошиваем всю заготовку. Как в Шаолине есть стиль борьбы «пьяный кулак», так и у меня стиль стежки «пьяный мастер». Шью, как обычно, с обычной лапкой. Это не свободно ходовая стежка. После того, как прошили все заготовки, еще раз все проутюживаем. Потом подравниваем края. Остается только сделать окантовку. Готовим косую бейку. Обшиваем наши ланчматы. Сначала пришиваем бейку с одной стороны, потом отгибаем и пришиваем с другой. Вот такая красота у меня получилась. Девочки, я вам дала идею.
рассказала все технологические секреты. А у вас получится все гораздо лучше и интересней. Заходите почаще. У меня есть еще много идей. Подписывайтесь на канал, нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока-пока и до новых встреч. С вами была Полина.